Всем привет! Сегодня хочу вам показать узор, который я вообще не встречала, мне кажется, еще нигде. Посмотрите, как он плетется. Это репсовое плетение. Мы берем основную нить сбоку и далее с другого конца начинаем наплетать на нее репсовыми узлами нити. То есть по порядку, но с другого краю. И будет получаться такое интересное переплетение. Ну, мне показалось, что оно очень интересное и достаточно новое такое, которым можно разнообразить ваше панно. Я на своем канале, естественно, это оставляю для того, чтобы и мне не забывать, и можно было поучиться бы потом на своем канале, на своих видео. Я так часто делаю. Ну, для того, чтобы не забывать, снимаю видео, потом смотрю, просматриваю уже сама. И так вспоминаю, что, ну вот, у меня был такой мастер-класс или такое обучающее видео, поэтому я могу к нему обратиться. У меня канал, по-моему, полностью для этого создан мой. Вот, видите, как бы такое переплетение интересное. И сейчас, когда мы пойдем в другую диагональ, мы также берем самую крайнюю и наплетаем. И это может быть как раз вот боковушки для панно, такие опоясывающие панно, да, можно еще что-то придумать. Я вам также показываю из разных видов. Вот первый вид — это у меня шнур 5 миллиметров шириной. Дальше у меня там хлопковый шпагат 5 миллиметров и крученая веревка. Хлопковым шпагатом мне показалось, что получилось намного мягче. Но вот сами посмотрите, как это все выходит. Ну, вообще, конечно, интересное такое плетение. Вот, как я и говорила, сейчас, возможно, вы видите, как мягко так ложится хлопковый шпагат. Ну, это прям ощущается, когда вы это делаете. Но для фактуры, наверное, это либо хлопковый шнур, либо крученая веревка, да. А шпагат, он такое придание нежности, какой-то легкости, как-то так вот. Либо это у меня шпагат был такой мягонький. А из крученой веревки я решила не проплетать то же самое, а разнообразить. Смотрите, если мы захотим делать ромбы, то смотрите, я сейчас вот из центра плету в бок и беру как бы боковые нити, не как обычно
по порядку все нити. А вот, например, вот это у меня нить ведущая, и я беру самую крайнюю нить, а потом за ней, то есть ближе к ведущей. И закрывать ромб также будем, то есть самый дальний к самой ближней. Вот сейчас посмотрите. Это вообще узорье. Вот сейчас, взяли самую дальнюю нить и потом самую ближнюю. И это такое раскрытие как бы нити происходит. И на самом деле я уже снимала такой узор. Есть просто различные варианты плетения в ромбах именно. То есть вы там создаете либо квадратный узел, либо еще что-то, репсовые плетения, либо вот такое вот раскрытие, когда мы берем нити, как бы самую дальнюю и переходим к самой ближней. Но я вот решила в этом посмотреть, поэкспериментировать, как это будет смотреться, так как это на основе сделано того, что вот в начале из шнура и шпагата я вам показывала. То есть брать сначала дальнюю нить и переходить к ближним. Вот, ну, такое вот это вот переплетение точно в панно можно добавлять. Точно так же, как я уже говорила, окантовка вот это панно, знаете, когда либо просто репсовыми проходят волнами, либо ромбами. Вот это можно добавлять. И сбоку здесь получается интересное переплетение, когда берешь нить дальнюю. Ну вот такие вот у меня получились узоры. Посмотрите, сзади тоже выглядит точно так же, достаточно интересно. Вот, напишите, возможно, где вы видите их, то есть либо это панно, ну это точнее всего, наверное, панно, также, наверное, какой-нибудь подвес, ну я имею в виду кашпо для цветка. Вот, и как бы, как вам этот узорчик? Очень интересно узнать ваше мнение. Подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, не забывайте, тогда вам будут приходить уведомления о новых видео. Все, всем пока-пока.